Добрый день! Я хочу провести обзорную экскурсию по тому цеху, где мы все это время работали. Потому что с завтрашнего дня мы начинаем переезд на новое место. И вот это я все уже давно продал. Сюда придет новый хозяин. Мы здесь просидели ровно 10 лет. Заехали сюда весной 2011, сейчас весна 2021. Сейчас вы посмотрите, где и как мы все это делали. И я думаю, вам будет интересно. Погнали! Сейчас дверь закрою. Так, вот это называется, мы называем холодный. Это неотапливаемый цех, тут всего одна труба идет, но тем не менее тепла, которое оттуда идет, хватает. Мы используем его для складирования всего. Ну, тут вот у нас ящики с деталями, там пульки, упаковка, тут всякие, не знаю, там шашлычные наборы. Что это такое? Квадрокоптеры, какие-то игрушки, в общем, всякая хрень. Тут у нас на каждую фазу идет отдельный стабилизатор, потому что напряжение говно. И для того, чтобы более-менее как-то работать, нам приходилось вот здесь что-то там мутить. Тут же вот, видите, подвесные полки, потому что места катастрофически не хватает. Это всегда проблема. Тут же у нас перед отправкой хранится товар. Вот сейчас вот здесь упакованные на США уходят винтовки. Погнали дальше. Это слесарка. Здесь проводится работа, которая требует металлорежущего или абразивного инструмента. После подготовки эти детали идут на мойку. То есть вот тут у нас стоят верстаки. Здесь, например, вот сейчас чистятся стволы, которые пришли от Альфы. Тут у нас стена памяти о всех моментах жизни нашего коллектива. Кстати, вот фотография, это мы еще на комбинате, то есть это больше 10 лет назад. Вот там первый Велес, например, вот здесь вот. Всякие события культурной жизни, прочее, прочее, прочее. То есть вы видите, насколько все плотно. Здесь мы протискиваемся между друг другом. И мне очень напоминает, это фильм есть немецкий Das Boot, подводная лодка. Как они грузили провизию туда, и вот в этих всех, вот точно так же. Это отсек младших офицеров. Мой дом, так сказать. Очень уютно. Это журналист. Убери барахло. Это наша кают-компания. Нравится? Очень уютно. Где вы, лейтенант? Иду, позвольте. Пропустите неженку. Осторожно. Здесь радиорубка. Глаза и уши лодки. Пошли. Так, здесь главная рубка. То есть вот здесь определенные рабочие посты. Тут, например, УСН собираются. Тут модераторы собираются. Готовятся пробки, пресс и прочее, прочее. Тут у нас вот этот станочек полировальный, которым мы стволы полировали. Но сейчас мы это уже не делаем. Здесь же частично упаковка идет. Тут ставят такой большой круг, на котором коробки пленками заматывают. Пойдемте посмотрим. Вот этот круг, кстати. Вот сделали круг, на него ставятся коробки и заматываются пленкой и обтягиваются лентой специальной. Так, это у нас столярка. Тут делается упаковка, ящики. Тут же я дичь разделываю. Кто видео смотрит, наверняка часто видели, как вот мы здесь разделываем дичь. Тут же запас дров, но обычно здесь просто доски лежали. Тут у нас маленький спортуголок, были штанги и прочее, прочее. Так, вот здесь. Здесь маленькая такая каморочка для всякой ерунды. Тут все, что касается электрики, запасные лампочки, всякая бытовая химия. Тут вон какая-то электропила. Ну, в общем, такая вот. Тут видите, я вот стою здесь с трудом. Вот запасы наждачки. Там вообще не знаю, что, чемоданы чьи-то лежат. Вот здесь мы раньше, когда ложи сами делали, вот мы их шлифовали на этой машине. Вот.
Погнали дальше. Это тир, который многие видели. Зябко здесь. Ну, тут все уже все видели. Отстрел. А вот этот освещение, которое мы использовали для съемок. И вот тир на 50 метров. Ну, его все видели. Дрова хранились же здесь также. Так. А вот это... Аккуратно. Вот это пристрелочный станок, который мы, в принципе, никогда не использовали, потому что не было необходимости такой. Сделаем обязательно нормальный станок. Так, сюда. О, Саня. Здесь котельная. У нас это на моей памяти уже, наверное, 4-й или 5-й котел. Прогорают заразы. Расширительный бак. У нас такая вот здесь система сделана из говна и палок. Мы переключаем периодически циркуляцию воды в одну сторону, потом в другую, потому что по большому кругу идет она, когда она к концу подходит уже не очень теплая. И вот мы периодически переключаем, чтобы прогревать нормально помещение. Вот здесь же скважина стоит. Вода своя, ну нормальная вода. Скважина 60 метров, по-моему, в скале. Истопники тут у нас читают книжки. Они все в этом саже. Классики нет, только херь всякая современная. Здесь у нас химический пост. Тут происходит оксидирование в щелочной среде. Вот здесь ванны, плитки. Ну, мы практически не используем сейчас, потому что готовое все. Тут же промывка какая-то шла. Здесь промывались детали, обычно в бензине, и потом промывались. Тут вот средства защиты индивидуальные, фильтра периодически меняются, я надеюсь на это. А здесь расширительные баки, дистиллятор. Мы когда занимались, не води быстро, мы занимались когда сами химией, вот мы использовали дистиллятор. Кстати, он рабочий, надо его забирать с собой будет, на всякий случай. Лабиринты, лабиринты, лабиринты. Так, здесь станки. Токарник индийский, но это индийская копия немецкого токарника. Кстати, отличный станок. Мы периодически его ремонтируем, там какие-то запчасти. Я даже в Индии заказывал тормоза, там или еще что-то, приходили сюда, заказывали. Тут вот токарь обустроил себе рабочее место, шкафчики там какие-то, у него тут инструменты, приспособы всякие. Ну, он сам знает, что ему надо, молодец. Так, дальше. Здесь у нас координатно-расточной станок, но мы его используем больше как сверлильный станок. Тут у нас заточной, но мы больше его используем просто как наждак. Кстати, а чей велосипед? Я такого не видел. Так, поехали дальше. Это фрезерный станок. Ну, видите, судя по тому, что подходы к нему завалены, мы его не используем. Это плоскошлифовальный станок. Мы его даже забирать отсюда не будем, он уже вышел из строя, и ремонту не подлежит, мы его просто сдадим в металлолом. Так, это у нас пескоструйка, где мы какие-то детали когда-то пескоструили, сейчас мы этим не занимаемся. Тут войлочные круги, на которых мы когда-то что-то полировали. Что тут еще? Ну вот еще один наждак, для заточки инструменты, для правки. Тут стратегический запас продуктов. Семга морская. Это мое. Никому не дам. Так, погнали дальше. Видите, как приходится лавировать, лавировать, лавировать. Так, тут склад.
Но опять же, вот все вот прям впритык. Тут детали, которые приходят. Как кладовщик здесь разбирается, где что лежит, я не знаю. У нас у кладовщика инсульт, и работа фактически парализовалась. Все заново приходится искать, находить. Вот, погнали дальше. Вот это еще один склад. Ну, вот такие вот прям комнатушки. О, тут даже еще леши еще остались. Надо будет как-то собрать. Часть какая-то есть. Детали. Стволы. Вот это все стволы. Все стволы. Много стволов, всяких разных стволов. Они вот все подписаны, почищены, нечищенные. Леший, не леший, матадор, длина и прочее. Так, погнали дальше. А вот тут у нас девичья раздевалка. Тут у нас девочки живут. У нас их немного. Хотя как немного? Уже есть. Вот у них шкафчики. Тут они спят. Койки односпальные. Бедолаги. Так. Погнали дальше. Здесь бытовые помещения. Тут туалет, бойлер, стиральная машина. Чистота — залог здоровья. Так, здесь всякие сушка для белья, приспособления. Так, а тут раздевалка мужская. Душ. Что-то прохладно здесь. Ну, такой. Ну что, душ, нормальный душ, что, моются люди здесь. Вода горячая есть. Что еще надо? Аккуратно. Так, погнали дальше. Это кухня, тут тоже несколько раз я что-то снимал. Но вот представляете, вот на этом пространстве 15 человек помещается. Ну точно, подводная лодка прям вот реальная. Чашки. То есть тут даже нет места для того, чтобы чашки поставить. Холодильник со знаменитой картинкой. И это тоже все на 15 человек. Здесь у нас такая как бы не чистовая сборка, но предсборка. Тут уже практически не используется металлорежущий инструмент никакой, ну может если что-то почистить. Здесь собираются редуктора, собираются резервуары, собираются клапана. Вот, например, тут рабочее место, где собирают клапана на второго лешего. Вот они все. После этого собираются, там они в пробки ставятся уже. Тут тоже вот у людей, как им удобно, расставлены все резиночки, подписаны, что они используют. Вот здесь то же самое. Тут же все... тут у нас пост заправки воздухом. Тут 4 баллона. Например, здесь самое высокое давление. Когда оно падает, сюда. И то есть мы начинаем, для того, чтобы воздух экономить, низкое давление, чуть выше. То есть резервуары проходят все баллоны для того, чтобы максимально использовать воздух. Ну вот, полусобранные затыльники, передние пробки, там седла, это стенды настройки редуктора. Тут тоже собираются пробки. Ну вот в таких вот стесненных условиях все происходит. Вот схемы, чтобы не забыли, как что устроено. Вот это чистовая уже сборка, где по сути происходит чистовая сборка. То есть тут же и упаковка идет. Вот сейчас пакуются США, пакуется Англия. Тут отстрел. Здесь мы на скорость отстреливаем. Вот в этот пулеулавливатель. Тын-тын-тын. Тут же
Я, например, здесь сижу, собираю корпуса. Ну, в общем, вот используем каждое свободное пространство. Здесь тоже еще один склад, но он такой, как полувременный. Тут ложи хранятся, частично винтовки. Здесь вот, например, пост для напечатывания карточек вот этих всех. Да? Здесь печатаются номера, пробиваются, а золотиночкой делаются. Ну, тоже вот здесь ложи лежат. Тут же готовые винтовки лежат. Не води быстро, Сань. Здесь вот на Англию готовые. Тоже сегодня паковаться будут. Здесь выписываются документы, готовятся зипы. Вот на упаковку зипы готовятся. Вон тут у нас праздник с Нового года еще. С какого, правда, не знаю, может это уже лет 5 висит. Это кабинет мастера, его рабочее место, тоже очень маленькое. Вот у нас тут фотографии клиентов наших. Ну и здесь то же самое. Резинки, пружинки, какие-то детали. Что-то экспериментальное. Вот сейчас GSB прислали нам пули новые. Я буду отстреливать, сделаю видео по ним. Так, и еще одно помещение. Здесь лазер, на котором мы делаем лазерную гравировку. И тут тоже такой склад, частично детали, где вот сейчас он делает гравировку на лазере. Тут какие-то еще части, какие-то мониторы старые. Болты, пружины и прочее, 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 прочее. Вот в таких вот, я бы сказал, нечеловеческих условиях мы существовали в течение 10 лет. И сейчас мы с радостью все это бросаем и едем в новые помещения. Большие, просторные, светлые. У меня там дочка на электросамокате гоняет, прям разгоняется. Тут-то его даже затащить сюда невозможно, не то что проехать на нем. Ну, про новый цех, когда мы туда заселимся, обживемся, я сделаю отдельное видео. Так что с завтрашнего дня у нас начинается переезд. И в связи с этим мы не будем заниматься ни сборкой, ни ответом на письма, на запросы, почту и прочее, прочее. 2 недели нас нет вообще, просто нет. Так что не переживайте. Надеюсь, после того, как мы в цех новый переедем, мы вот это 2-недельное отсутствие работы наверстаем очень быстро, потому что там, ну, реально очень хорошо. Ну и вот теперь вы видели все это изнутри, как это все происходит. Надеюсь, понравилось. Спасибо. До следующего видео уже из нового цеха. Пока. Ненавижу прощаться. Ллойд, Просто иди. Крепись. Прощай, любовь моя. Привет.